Всем привет! Я, как Дон Кихот, продолжаю бороться с ветряными мельницами. Но только что один, без своего оруженосца Санчо Панса. Ушада сейчас сиеста, так отдыхает. По крайней мере, со стороны оно так кажется, особенно если понаблюдать за этим местом. Днем вывожусь я на сеновала, вечером обратно завожу. На следующий день опять. Днем вывожу, вечером обратно завожу. Даже если и расширить кругозор, но все равно получается. Утром кашу, потом ворошу, днем вывожу, а вечером обратно завожу. Какой-то замкнутый цикл получился. Честное слово, уже и поднадоело, но ничего не поделаешь, в деревнях оно так. Нужно пользоваться моментом, пока погода позволяет. Хотя уже понемногу можно избавлять обороты. Прошлогодний объем уже накосил, ну, по крайней мере, по площадям. Но нужно еще высушить и свести. Но все равно на этом не буду останавливаться. Если помните, в прошлом году мне сена не хватило. Так лучше уже запастись запасом. А там, если что, можно будет попробовать излишки и продать. Все же обороты немного сбавлю. А то с бензокосой получается, что я завожу больше, чем вывожу. А сеновал-то не резиновый, еще много оттуда нужно старого сена убрать. Кстати, под ним нахожу много интересных вещей. Сейчас вообще думал, что козла отрыл. О, смотрите, какая штука. Сначала я подумал, что это какое-то изощренное орудие пыток. Ну, знаете, за самое больное. А потом прикинул, а зачем оно в деревне? Ну, только если у деда пытать, где самогон спрятал. Так если есть внуки, они и так найдут. А потом я догадался. Это первый аналог губозакаточной машинки. Ну, когда погода, сенокос, работы много и некогда о большом мечтать. А как задождит, бабка ленту инстаграма полистает и возжелает новая корыта. А тут детка класс, класс, и прогресс веками на месте стоит. В такие моменты хорошо, что жены нет. А то она мой длинный язык бы укоротила. Ну а вы знаете, что это за штука и зачем она применялась? Ладно, идти сено пора открыть, а то на вечер еще дождь передавали. Ох, тут на миг показалось, что спущусь дальше и заодно картошку окучаю. Хотя я ее и не планировал. Но огороды уже заросли серьезно, нужно что-то с травой начинать делать. Грядки планирую мульчировать, поэтому вот старого сена изгрузил здесь, чтобы с того стога не таскать на этот край. Но уже практически все обошло, можно начинать, пока еще сильно не заросло все.
Сегодня сенокос на паузе. На весь день передают, что будет пасмурно и небольшой дождь, хотя уже практически полдня прошло, еще и ни капли не упало. Можно было бы, конечно, пробовать сушить, тем более в пасмурную погоду оно еще лучше сохнет. Не так подгорает на солнце и не пересыхает. Но лучше не рисковать. Оно практически сухое, денек в копнах полежит, ничего страшного с ним не сделается. А намокнет, будет жалко. Тем более, когда пасмурно, непонятно, но в любой момент может дождь начаться. Это еще в ясную погоду, когда туча идет, ты ее видишь издалека, и можно еще побежать, успеть собрать его и накрыть. Можно было бы косить, солнца нету, не так жарко, но для ручной косы уже поздно. Роса спала, трава сухая. А для триммера у меня закончился и бензин, и масло. Послезавтра вроде бы сильный дождь передают, как раз ничего на улице делать не сможешь. Вот съезжу в город, закуплю все необходимое. Ну, раз сеном нельзя заниматься, то займусь грядками. Погода вообще шикарная для таких работ, сам Бог велел. И не холодно, и не жарко, да и откладывать надолго уже некуда. Травой скоро зарастет так, что и не влезешь. Полоться тоже часто не будешь. С таким огородом, пока дополишься до конца, то уже вначале зарастет и нужно будет возвращаться обратно. И будешь все лето прыгать с грядки на грядку, как белка в колесе. Для того, чтобы растения хорошо росли, нужно не так уже и много факторов. Наличие питательных элементов. Но у меня здесь земля отдыхала больше 15 лет, так их должно быть в достаточном количестве. Наличие воды. Благо, что дожди идут часто, земля не успевает еще хорошо просохнуть. Температурный режим. Где-то от 22 до 25 градусов, когда самое благоприятное условие для роста. Но с этим, конечно, проблемы. Ночью у нас температура падает до 10 градусов, а днем, когда не пасмурно, а солнечный день, то земля сильно прогревается и аж до 30-35 градусов, что очень неблагоприятно для растений. Также рыхлая поверхность, чтобы в ней как можно больше собиралось кислорода. По идее, растения питаются углекислым газом, и скажете, зачем им кислород? А кислород нужен для микроорганизмов, которые находятся в верхней поверхности. И чем больше его будет туда поступать, тем больше этих организмов будет, тем больше они будут вдыхать его, а следовательно выдыхать углекислый газ, которым и будут питаться растения. Можно было бы сделать огород немного по-другому, более умно. Разместить рядки не поперек, а вдоль, сделать приспособление до мотоблока и периодически раз в неделю, в две проходить и рыхлить поверхность. Тогда бы в междурядьях не успевала бы трава прорастать, меньше нужно было бы полоться. В рыхлой поверхности больше бы насыщалось кислорода, ну а днем бы она бы прогревалась и ночью в ней бы конденсировалась вода. В засушливые периоды меньше поливаться нужно было бы. Ну а я человек ленивый, да и с техникой не сильно люблю работать. Она больно уж шумная, да еще и вибрирует сильно. После работы с ней еще полдня ходишь, как волк из мультика «Ну погоди», после свая забивной машины. Ну, заяц. Я решил сделать немного по-другому. Заложу все грядки старым сеном. Один раз нужно будет потрудиться, а потом до самой осени к нему можно будет и не подходить, только собирать урожай. Ну и так периодически, так как день-день все же трава будет пробиваться, но и то не ради того, чтобы сорвать его, что она будет создавать конкуренцию, а только для того, чтобы во время цветения убрать ее, чтобы она не успела семена заложить и рассеять. И слой сена будет обеспечивать все необходимые факторы для хорошего развития растений. Под ним земля будет всегда оставаться рыхлой и влажной. Солнце не будет высыхать, после дождя не будет образовываться корочка. Рыхлая поверхность, а еще и сам слой сена будет дополнительной буферной зоной для того, чтобы в нем конденсировалось больше влаги, больше развивалось микроорганизмов, а следовательно больше будет углекислого газа, необходимого для растений. Через него не будет пробиваться сорняк, так как туда не будет поступать солнце. А также будет сглаживать температурные перепады.
Ночью, когда температура опускается до 10 градусов, а то и порой и ниже, то она будет работать как одеяло, и укрывать землю она не будет так сильно остывать. А днем под палящим солнцем она будет его отражать, и земля не будет сильно прогреваться, и температура не будет высоко подниматься. И следовательно, вот эти вот большие перепады температуры, они намного сгладятся, и намного дольше будут периоды, когда температура будет оставаться в температурном режиме 22-25 градусов, самым благоприятным для роста растений. О, смотрите, наглядный вам пример, какая земля под кучей сухой травы. Это та, что я осенью здесь скашивал и складывал в кучки. Сейчас мы ее вернем обратно на участок. Она уже практически перепрела, будет хорошим стартовым удобрением для этого сена, которое сейчас выкладываем. Обратили внимание, какой слой я кладу? Чтобы когда у нас ляжется, было сантиметров 5, не меньше. И то это с учетом того, что сено старое и плотное. Если бы было свежее, то еще бы толще клал. Ну а старая подпревшая трава будет дополнительным удобрением. К осенью, скорее всего, уже и полностью перепреет. Но с мульчированием картошки это еще не все, будет второй этап. Когда ботва станет побольше, в момент, когда начнут клубни завязываться, я их разложу по сторонам и замульчирую сам рад, так как я уже говорил, что окучивать картошку не буду, а клубни завязываются ближе к верху, то как раз второй слой мульчи закроет их от солнца, чтобы не зеленело. Обратили внимание еще на то, что с травой, которая здесь росла, я вообще ничего не делал, а мульчирую прямо поверх нее. Ну, здесь в основном растут многолетние травы, корни которых остались после дернины, которая здесь была. Но если ее перед мульчированием скосить, либо смотыковать, то корни получат сигнал на реинкарнацию. И сквозь мульчу они потом быстренько прорастут. А так, если их просто сразу прикрыть, то сигнала этого не будет. А так как солнца им будет не хватать, то они со временем отомрут. Это, кстати, хороший метод борьбы с пыреем. Если его на время укрыть от солнца, то оно просто отомрет и перестанет расти. А вся зеленая масса превратится под мульчой в азотное удобрение, и не нужно будет делать какие-то дополнительные подкормки. Так хочу весь огород закрыть, но со свеклой будет немного посложнее, сначала нужно будет ее проредить, а то местами довольно густо обошла. Да, забыл сказать, мульчирование не всем подойдет и не всегда. К примеру, если живете в климатических условиях, когда у вас температура невысоко поднимается, либо ранней весной, когда еще прохладно, то мульчирование оно снижает градус, а следовательно растениям будет холодно, и это замедлит их рост. Либо у вас довольно плотные земли, и есть вероятность подтопления и скопления влаги в затяжной дождливый период, то тогда будет мульча подгнивать, а это будет благоприятным условием для развития различных болезнетворных бактерий и грибков. Тоже не очень хорошо. Но у меня здесь вообще идеальные условия. Здесь пески. Если без мульчи, то вода с них быстро испаряется, к тому же сильно они нагреются. А так, даже когда неделю дождь будет идти, вся лишняя вода сразу быстро просачивается, и только влажная немного останется. Вообще идеальные условия.
Ну вот, лучок тоже укрыт от палящего солнца. Теперь ему под такой шубкой будет намного комфортнее расти. Свеклу пока пропустил. Она местами густо обошла, нужно разрывать, а местами досаживать. А такой погодой вообще бесполезно это делать, быстро все повянет. Да и поливаться тоже бессмысленно. Земля, прогретая градусов до 35, вода быстро испарится. А вот морковочку все же придется разок прополоть. Она еще совсем маленькая, только обошла недавно. Я ее посеял поздно, посадил ее раньше, так она бы уже ботва была побольше и со всеми бы разом закрывал. Но ничего страшного, это не весь огород мотаковать, а ее у меня не так много. Хотя под сеном она бы намного быстрее росла. О, смотрите, на глубине 5 сантиметров земля прогрета до 34 градусов. А на поверхности-то и того больше будет. Понятно, что морковка не хочет расти, да и вообще в такую температуру ничто не будет. Сильно угнетающая температура. Основной рест это до 25 градусов. На улице сейчас температура 23-25 градусов. Казалось бы, самая оптимальная для роста растений. Но сами видели же, у Земли на 10 градусов больше. Хотя сегодня еще облачно, было бы ясно целый день, так и вообще, наверное, градусов до 50 прогрелось. А картошечка, посмотрите, как себя хорошо чувствует. Листик плотненький, зелененький, даже не подвял ни капли. Это то, что я вчера вечером замульчировал. Он даже местами поподнималась с-под сена, там, где ее придавил. Сейчас посмотрим, какие у нее условия. Ну вот, то, что доктор прописал. Ну вот и все. Пока игрался в доктора Айболита, не успел все и замульчировать. Идти сдаваться. Русло туриста, облика морали. Ну вот, последний кол убит, теперь я знаю точные границы своего участка. А хотя еще не своего, это они пока сделают документы, потом дальше передадут. А когда конечный результат будет, пока еще неизвестно. Это я уже 8 месяцев его оформляю, с начала ноября. Ну, главное, что дело сдвинулось с места и пошло дальше. Да и ничего не сказали по поводу самозахвата, это радует. А зря я только спешил, прятал все растения соломой.